Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком снежинки. Перед тем, как подготовить этот мастер-класс, я связала несколько разных снежинок, чтобы выбрать самую интересную, на мой взгляд. Сначала я хотела связать вот такую снежинку. Посмотрите, достаточно простая схема. Сейчас я ее прикреплю слева в углу экрана. Но когда она была связана, я поняла, что мне не нравится результат. Снежинка получилась грубоватой. Видимо, для ее вязания нужно было использовать более тонкую пряжу. И, соответственно, в лучах снежинки я бы вязала сейчас по-другому. Не цепочки из воздушных петель, а цепочку и спускалась бы вниз соединительными столбиками. Мне кажется, тогда лучики были бы потоньше. Ну, эту снежинку откладываю. Возможно, кому-то она пригодится. Я ее вязать не буду. Схема номер 2. Схема из японского журнала. Достаточно понятная, простая. И снежинка получилась несложная. Схема оказалась действительно очень простая, но для вязания, для урока мне показалась она не очень интересной. Простая, симпатичная снежинка. Сейчас тоже прикреплю схему этой снежинки. Возможно, кто-то захочет связать именно такую. Ну и, собственно, итогом, моим выбором стала вот эта красивая снежинка. Она, возможно, не настолько воздушная, как предыдущая, как номер 2, но это самое интересное. Еще мне понравилось, что в этой снежинке, вывязывая лучики по одной и той же схеме, при блокировке вы можете придать им разную форму. То есть, например, вот эту часть я могла бы сделать просто вытянутой прямой, вот, а не такой закругленной, и тогда были бы длинные прямые лучи. И еще при вязании в видеоуроке я немножко изменю схему, но сейчас я прикреплю оригинальную схему снежинки. А когда будем вязать, дам пояснение, как эту схему я поменяла. В оригинальной схеме лучи вот такие длинные, тонкие. И, если честно, мне показалось, что это будет немножко не к месту. При второй попытке я связала лучик покороче, и мне он понравился больше. Это моя тренировочная снежинка. Я на ней тестировала схему и изменила вот этот лучик. Сейчас с вами на видеоуроке будем вязать по моей измененной схеме. Да, в конце урока я обязательно расскажу, каким способом я блокировала снежинки, почему они получились такие жесткие и так хорошо держат форму. Как я это сделала достаточно простым способом. Для вязания я использовала пряжу белого цвета НПК имени Кирова. Называется она «Ромашка». 100% мерсеризованный хлопок, 320 метров, в 75 граммах, крючок номер 1,5. Немножко его тоже модифицировала, потому что он очень тоненький, непривычно вязать таким тонким крючком. Я обычно вяжу более толстыми крючками, в основном игрушки. Приступаем к вязанию. В кольцо амигуруми нам нужно связать 3 воздушные петли, 11 столбиков с одним накидом. Закрепляем кольцо и вяжем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли подъема, 11 столбиков с накидом в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5. Затянуть надо немножко хвостик. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Должно всего получиться 12 столбиков с накидом в первом ряду, но первый столбик заменяет цепочка из 3 воздушных петель подъема. Хвостик максимально затягиваю и соединяю ряд в кольцо соединительным столбиком. Вот следующим образом затянули, чтобы не оставалось
никаких дырочек. Хвостик отрежу. Каждые 2 столбика будут относиться к одному лучу на схеме. Всего должно быть 6 лучей у снежинки. Во втором ряду будем вязать группу из 2 пышных столбиков между 2 столбиками с накидом. Делаем 3 воздушные петли. Буду вязать первый пышный столбик. Делаю накид, ввожу крючок между воздушной петлей и первым столбиком с накидом и вытягиваю нитку. Это будет первая часть пышного столбика. Делаю накид, ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить, вторая часть пышного столбика. Протянула нить через все петли, которые были на крючке, кроме первой. И еще раз протягиваю рабочую нить, 2 воздушные петли. И теперь вяжу полноценный пышный столбик. Делаю накид, в то же место ввожу крючок, вытягиваю первый раз рабочую нить. Делаю накид, в то же место ввожу крючок, вытягиваю второй раз рабочую нить. Делаю накид, опять туда же ввожу крючок, вытягиваю третий раз рабочую нить. И через все петли на крючке протягиваю рабочую нить. Еще раз делаю накид и последний закрепляю вершину пышного столбика. Готово начало первого луча. Теперь нужно сделать 5 воздушных петель. Вяжем плотно, чтобы воздушные петли были ровные и небольшого размера. Пропускаем первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. И между третьим и четвертым столбиком будем вязать основу второго луча. Здесь также нужно будет связать 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. Делаю накид, ввожу крючок между третьим и четвертым столбиком с накидом, вытягиваю первый раз рабочую нить и вот пальцем большим придерживаю все петли, которые на крючке есть. Делаю накид, ввожу туда же крючок, второй раз вытягиваю рабочую нить, делаю накид, ввожу крючок и третий раз вытягиваю рабочую нить. Раз, два. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли. 5 делаю накид и ввожу крючок в то же место, вяжу второй пышный столбик. Один раз вытаскиваю рабочую нить, второй раз и третий раз. Протягиваю через все петли на крючке, кроме первой, и еще раз протягиваю. Это получилась основа второго луча. 5 воздушных петель. Пропускаю 2 столбика с накидом. И между же теперь 5-м и 6-м столбиком вяжу опять 2 пышных столбика, 2 воздушные петли. Третий раз. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли. И опять 1, 2 и третий раз. Второй пышный столбик. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. До конца ряда вяжу таким же образом, пропускаю 2 столбика и вяжу 2 пышных столбика, 2 воздушные петли. Итак, я связала основание для последнего 6-го лучика. Делаю 5 воздушных петель. И ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю наборной цепочки. Соединяю вязание в круг. Первый ряд готов. Приступаем к вязанию второго ряда схемы. Во втором ряду также над группой из 2 пышных столбиков и 2 воздушных петель я буду вязать опять 2 пышных столбика, только 3 воздушные петли. А вот над цепочками из 5 воздушных петель я буду вязать 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. Давайте я покажу. Соединительными столбиками перехожу под цепочку из воздушных петель, сюда вот, и начинаю вязать 3 воздушные петли. Первый пышный столбик, 1, 2,
3 воздушные петли, второй пышный столбик, 1 накид, второй накид, третий накид, протягиваю рабочую нить первый раз, второй раз. Вот готов первое основание лучика первого. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под цепочку из 5 воздушных петель я вяжу столбик без накида, 3 воздушные петли опять и перехожу к следующему лучу. Здесь также вяжу первый пышный столбик, три воздушные петли, второй пышный столбик, три воздушные петли, под цепочку из 5 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные петли, накид, и дальше аналогично, как в самом начале я вязала. Первые 2 луча связаны, остальные 4 луча, 1, 2, 3, 4, буду вязать точно так же. Накид, первый пышный столбик, 3 воздушные петли, второй пышный столбик, три воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. Когда ряд свяжу до конца, покажу, что у меня получается. Взяла последний лучик, вяжу 3 воздушные петли, и соединяю в третью воздушную петлю наборной цепочки. Второй ряд закончен. Приступаю к вязанию третьего ряда. В третьем ряду также буду вязать точно такой же луч, 2 пышных столбика, 3 воздушные петли, а между ними будет 8 воздушных петель. Давайте покажу начало ряда. Опять соединительным столбиком пробираюсь под цепочку из 3 воздушных петель. Вот сюда вот вяжу 3 воздушные петли и часть первого пышного столбика, 3 воздушные петли и полноценный второй пышный столбик. Теперь нужно связать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий луч опять пышный столбик, 3 накида, первый пышный столбик, 3 воздушные петли, второй пышный столбик, восемь воздушных петель. И так до конца ряда нужно довязать все 6 лучей. Начинаю вязать последний ряд, лучи снежинки. Буду вязать маленькие и большие лучики. Делаю соединительный столбик, перехожу под цепочку из воздушных петель. Здесь вяжу 1 воздушную петлю и столбик без накида. Дальше смотрите, я прикладываю схему, как буду вязать большой луч. Сиреневым цветом обозначено количество воздушных петель. Черная кабелька — это пико из 3 воздушных петель. И закорючки — это соединительные столбики. Вяжу первый соединительный столбик. Дальше по схеме вяжу пико. 3 воздушные петли. В первую петлю из 3 делаю соединительный столбик. 1 воздушная петля.
И теперь 6 воздушных петель. 5, 6. В первую из 6 воздушных петель, то есть после пико оставляю одну воздушную петлю, и во вторую петлю от пико вяжу соединительный столбик. 1 воздушная петля, дальше 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петли для пико, 1, 2, 3, в первую из 3 воздушных петель соединительный столбик, 4 воздушные петли, соединительный столбик вяжу вот в эту воздушную петлю, которую я связала сразу после 6 воздушных петель. Соединительный столбик, 6 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, соединительный столбик в первую из 6 воздушных петель. Теперь нужно связать соединительный столбик, воздушную петлю, которая идет перед пико, вот сюда. Соединительный столбик, пико из 3 воздушных петель, соединительный столбик для формирования пико. И теперь вяжу соединительный столбик, воздушную петлю, которая была до пико связана, вот сюда. Соединительный столбик и столбик без накида под цепочку из воздушных петель. Готов первый, самый сложный лучик. Вот он. Таким образом он выглядит. Под цепочку из 8 воздушных петель, вот под эту длинную, начинаю вязать 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь пико из 3 воздушных петель. Соединяю. 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь буду вязать маленький лучик. Схему прикладываю. 1 воздушная петля, 4 воздушные петли, теперь пико, 1, 2, 3, соединительный столбик в первый из 3, 4 воздушные петли, соединительный столбик в первую воздушную петлю, вот сюда, маленький лучик готов. 3 полустолбика с накидом, вот он, маленький лучик, пико из 3 воздушных петель, три полустолбика с накидом, и теперь перехожу под цепочку из этих вот 3 воздушных петель, вяжу просто столбик без накида. Вот одна часть снежинки готова. Большой луч, маленький луч. Сейчас буду повторять все в точно таком же порядке. Буду вязать большой луч, маленький в промежутке, большой, маленький. И так до конца ряда. Еще раз покажу, как я вяжу большой луч, и потом свяжу еще раз с вами маленький луч. Так, вяжу большой луч. 1 воздушная петля подъема, пико из 3 воздушных петель, пико, 1 воздушная петля,
6 воздушных петель, соединительный столбик во вторую петлю после пико, 1 воздушная петля, 4 воздушные петли, пико, соединительный столбик в третью петлю, 4 воздушные петли, соединительный столбик вот сюда в пятую воздушную петлю от пико, 6 воздушных петель, соединительный столбик в первую из 6 воздушных петель, соединительный столбик между пико и 6 воздушными петлями, пико из 3 воздушных петель, соединительный столбик в воздушную петлю перед пико, столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. Готов второй большой лучик. Перехожу на цепочку из 8 воздушных петель. На ней вяжу 3 полустолбика с накидом. Вяжу пико, 3 полустолбика с накидом, перехожу к вязанию маленького лучика. 1 воздушная петля, 4 воздушные петли, 3 воздушные петли, в третью петлю от крючка соединительный столбик, это пико, 4 воздушные петли, соединительный столбик в первую воздушную петлю, вот сюда. Готов маленький лучик. 3 полустолбика с накидом, пико, 3 полустолбика с накидом, столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. И теперь нужно будет связать опять большой лучик. Повторяем то же самое до конца ряда. Большой лучик, маленький, большой, маленький. Я свяжу, покажу, что у меня получилось. Вот я довязала снежинку. Посмотрите, как ужасно она выглядит, пока ее не заблокировала я и не разгладила. Это готова уже заблокированная снежинка, а это еще, так сказать, сырой вариант. Давайте покажу, как можно ее заблокировать. Я взяла простой картон. Знаю, что многие советуют блокировать на пористом материале, но у меня картон достаточно плотный. Вот, беру снежинку, раскладываю ее и начинаю формировать с помощью иголочек форму. Закрепляю иголочки в самые такие конечные точки, чтобы она была натянута. Расправляю. И таким образом формирую, допустим, луч, если вы хотите прямой, чтобы он не был, плохо закрепился, чтобы он был прямой, то просто нужно натянуть и закрепить иголкой на конце. Либо вот так вот в 3 местах
я закрепляла иголочкой. И обязательно вот эти кончики тоже натягиваем и закрепляем. Так, когда вы уже провели блокировку формы, которая вам необходима, что делаем дальше? Беру обычный клей ПВА. Вот у меня вот такой клей универсальный. Я разбавила его водой 1 к 2 или 1 к 3. И обычной мягкой губкой просто промокнула снежинку так, чтобы она была максимально вся смоченная в этом растворе клея ПВА и воды. И примерно на сутки, ну у меня за ночь снежинка подсохла, за сутки клей впитывается, снежинка становится жесткой формы. Вот даже так вот хрустит, видите, какая она жесткая. И через сутки уже ваша снежинка будет абсолютно готова. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Вы обязательно свяжите себе одну из 3 снежинок, которые я показала. Пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравился урок. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада новым подписчикам. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.